Подруга сказала, что твоя жена была в спальне с моим братом. Я говорю, ты что, с ума, что ли, сошел? И он начал меня дубасить. Задолжал уже больше 1 миллиона алименты. Но не помешало бы, мне кажется. Конечно, не помешало бы. Кому помешает 1 миллион? Я уезжал, меня кинули с помидором, я прогорел. Ну, вы уверены, что она изменила? На 1,000,000%. Напередок слабая она. 20 лет? 20 лет, оказывается. Я вот рогатый, как лось был. Вот твоим словам, эта женщина, я извиняюсь за выражение, нагуляла меня, и ты с ней жил? После этого я не живу с ней. Сейчас тест придет. Я благодарна то, что ты сказал, то, что мы не твои дети. Вот мне принесли эти результаты. Я их оглашу. Значит, вы меньше всего сомневаетесь в дочери, правильно я понимаю? Хотя предполагают, что, может быть, и от брата тоже, да. Добрый день. Развод быстро только на бумаге. А вот развод здесь и здесь зачастую длится годами. А иногда люди после развода продолжают на этот развод тратить оставшуюся жизнь. 17 лет назад они развелись. Но сегодня они здесь, в этой студии. Чудо. Сегодня в нашей студии Мислимат Ремиханова из Липецкой области. Здравствуйте. Здравствуйте. Мислимат, что у вас случилось? Рассказывайте. Ой, мой бывший муж задолжал уже больше 1 миллиона алименты детям. И я хочу как-то, чтобы он выплатил Долг. долг. А как давно вы развелись? Уже 17-й год. Мгм. В 2007 году, Так, в августе, слушайте, ну если Да. вы 17 лет назад развелись, 17-й год, да? да, боюсь даже спросить, сколько детям-то сейчас? Детям, которые алименты получают, 29 и 26. Они уже, То есть детям, они которые уже не сами получают родители, алименты. наверняка, да? Сами да, родители. А сколько у вас детей? 3. Трое, а Да. старшему? А старшему-то в то время было 19 лет. То есть вы на старшего не подавали, Нет, а сейчас ему нет. 35? Да. Ага, вы подали на Казбека и на Гюльнару. Да. И вот за все эти годы он им должен больше 1 миллиона и не выплачивает. А вот скажите мне, пожалуйста, дети выросли уже, сами зарабатывают. Им эти деньги нужны? Или вам? Или вообще не про деньги речь идет, Да. а о том, чтобы наказать этого нечестивца? Не наказать, а чтобы справедливость. Справедливость. Но дети ж будут не против, кому помешает 1 миллион. Но у меня С у лишним. второго сына 3 детей маленьких. Близнячки. У Казбека. У Казбека. Недавно родилась дочка. Но не помешало бы, мне кажется, сыну. Конечно, не помешало бы. А давайте так, к мужу. Сначала прям, да. Да, сначала. вот с самого начала. Сколько прожили, почему развелись? Ой, прожили мы 20 лет. Должны были 30 августа отметить 20-летие, а 7 августа отметили разводом. Мгм. Получается, Как жили? плохо. Он работать не любил. Ну, захотел – пошел, захотел – не пошел. Ну, я ему говорю, ну, семью-то кормить надо, снимали квартиру. Потом он как-то начал руки распускать. Уже ребенок был. Один раз он сильно избил. Все, да, все по А как он ревности. оправдывал это? За что бил-то? Он гулять любит. Любил. Но я не замечала. Я ему говорю, ну, мне передали, вот, и ты вот с такой. Жили в деревне. И он начал огрызаться, и это, говорит, ты слушаешь людей, я тебе говорю нет, а ты... Вот из-за этого началось, и сильно избил. То есть он чувствовал свою вину, поэтому вас и побил? А он всегда, когда я говорю ему что-то, и дальше... Когда вот так- правду говорили, он вас за это лупил. Да, за это я получала. Я забрала сына и собиралась уходить. У меня недалеко брат жил в другой деревне. Я говорю, я с тобой жить не буду, я уезжаю. И там по дороге есть церковь брошенный. И он оттуда кричит, еще один шаг, я брошусь. Я оглядываюсь. Вы понимаете, тут... А он бы прыгнул? Нет.
Он трусливый. Но тогда вы испугались. Ну, тогда я молодая была, поверила, Поверили ему, испугалась, ага. тут ребенок. Тем более, меня винили бы в любом случае, но не прыгнул бы. Это потом до меня дошло уже это. Короче, вы вернулись. Вернулась. А он понял, что это Да, работает. это работает. И стал вам в каждый раз вот так, наверное, угрожать. Распускать руки. Да. Гулял сильно, скажет что-нибудь, долбит. А вы хоть раз обращались куда-то за помощью, ну, скажем, в правоохранительные органы? Куда? Ну, в у нас полицию. не принято. Ну, В деревне. знаете, я надеялась на хорошее, на лучшее, в любви объяснялся как-то, вот, знаете, вот так. Да. Там второй ребенок пошел. Так это не принято или вы надеялись, чтобы все И не образовалось? принято, и я не хотела позориться. Для меня было бы это позором. И А родителям. Он только на вас руку поднимал или детям тоже доставалось? А потом дети пошли, он начал огрызаться и на детей. А на них-то за что? А на них, когда я говорю, работать надо, дети что-то просят, хотят кушать, хотят одеваться, хотят там просто мороженое проезжает, кричать. У меня второй ребенок кричит: папа, я хочу мороженое. Он даже так сделал, что запретили этому мужику приезжать. Который мороженое развозил? Да, да. То есть вместо того, чтобы пойти Да. чуть-чуть поработать, Да. он сказал морожененьку: объезжай мой дом стороной. Да, Ну, вообще, да. Так он конечно. когда-нибудь работал или нет? Он работал. Пошел в милицию в 90-м году. Ну, неудачно и оттуда ушел. Сколько он там проработал? Ой, с 90 по 94. Уже точные даты не помню. Ну вот 4 года хотя бы вы Нет, более-менее по жили? 95. Да нет, конечно. Ну вот он же зарабатывал. Домой-то Он приносил или нет? Приносил, но гулянье он мог 2 часа друзей приводить. Есть твой детей, нету. Для него это, у него привычка: делай там что-нибудь. А что делать? Я и в 3, и в 2 вставала около плиты И готовила друзья? И готовила. А они выпивали, сидели, Ну, да? выпивали. А, понятно. Слушайте, ну вы с мужем всегда жили плохо, верно? всегда жила плохо. Вот А что должно было случиться, чтобы вы встали и ушли? это уже, знаете, капля уже все. Я прихожу с работы, он говорит: ты с моим братом была, переспала. Я говорю: как? У меня глазовая. Вот скажи, и все, что было. Я говорю: ты что, с ума, что ли, сошел? И он начал меня дубасить. Вот скажи «да», что ты была. Я говорю: как я могу сказать на человека, если этого не было? И сын увидел меня: ты что, отец? Говорит: с ума, что ли, сошел? А Ну, вы вся избитая? я вся избитая, вся сильная, да, я вся в крови, сын мне помог, отмылась, все. Говорит: мам, я скорый. Он его отругал. Говорит, а он, я не знала, мне недавно сын сказал, он вышел и сказал, говорит, это, ты не мой сын. Да. И вот уже утро было, он опять меня избил, сын вышел, и я уже все. Я просто растянулась на кровати. Все, сын заходит, видит меня, вызывает скорую и сразу в больницу. Сколько вы были в больнице? В больнице 3-я неделя меня. Да, я выписалась. У меня было сотрясение, тут трещина, на носу трещина, гематомы сильные. Потом главврач наш говорит: давай участкового. Он вызывает участкового. Я говорю: нет, писать не буду. Я говорю: я разведусь. Он говорит: обещай, что ты разведешься. Слушайте, а с чего он взял-то, что А вот я не такое знаю. могло быть? Он какой-то, как называется, записывать. Он всем ходил, это показывал, всем ходил, это рассказывал. Диктофон, что ли? Да, где-то. Ну, там все смеялись, там шум воды. И говорит, там ничего нету. Вы знаете, мы тоже послушали, ни черта не поняли, потому что там действительно ничего, кроме шумов. Да нету там и- шум да. воды. Шум воды. Да, и всё. но мы встретились с вашим бывшим мужем, Да. Сабакатдином, чтобы он нам подробнее об этом рассказал. И вот что мы услышали. С чего мы развелись, да, вот? С мислиматом. Когда-то мне одна подруга сказала, что твоя жена была в спальне с моим братом. Брат хотел приехать сюда. И что-то жена начала суетиться, там все. Извините меня, ванну менять, все. Меня это смутило и вспомнили это. Купил диктофон. Я его
поставил, где вот спальни. Его не видно, маленький такой. И как-то мы остались втроем. И вот здесь за столом сидит Мислимат, я на диване сидел, и Давлетдин сидит, мой брат. Я встал с дивана, говорю, говорю, я вспомнил, говорю, я неделю назад, говорю, поставил диктофон там. Я взял его, пришел, вот вы не поверите, там голос. Давлет, иди ко мне. А он отвечает, может, не надо. А она говорит, не бойся, он спит, я ему снотворную чай налил. Я говорю, кто это? Она молчит. Я говорю, ну зачем? Ты 20 лет жили. Потом я ее вывел, правда, один раз ударил. И после этого мы развелись так вот. Один раз это называется ударил, да? Мгм. Слушайте, а у него с этим все нормально? Я потом узнала, мне кажется, у него не все нормально. Я хотела бы хотя бы этих детей спасать, там маленькие дети. Где? У него сейчас от второй жены. Там еще вот эта инвалидка дочь, это племянника дочь. Подождите, он второй раз женат сейчас? Ой, сейчас он живет. Опять, знаете, это такая история. Умер племянник сестры сын. Взял его, вдову. Жену своего племянника. Да. И еще хуже, вот, дочка. И вот еще что-то хуже. Вот эта девочка-инвалидка от племянника, да? Да. Она была Тагирова Эсмира Артемовна. А сейчас он удочерил Алибекова, имя не помню, Сабахатиновна. Он полностью вычеркнул племянника. Ага. А у Отчество. них совместные дети есть? Трое. Есть, двое еще. Еще двое. Мальчик с девочкой. Послушайте, вы знаете, мы когда с ним разговаривали по поводу его подозрений и вашей измене, Да. он этим не ограничился, он еще записал обращение для вас. Хотите послушать? Давайте. Давайте Мне, послушаем. знаете, как-то интересно даже. Мислимат, время идет. Ты бабушка, я дедушка. Мы не знаем, сколько нам осталось жить. Просто единственная просьба, зачем детей против меня настраивать? Она какую-то вражду со мной самой. За что, не знаю. Говорят, что она сильно влюблена в меня, не хотела отпускать меня. Могу понять, но, увы. Вот с этими элементами она хочет всю жизнь, чтобы я общался где-то, что-то с ней. Я бы не хотел бы с ней соприкасаться нигде. Послушайте, он уверен, что вы до сих пор его любите. У меня есть муж очень хороший. И детей любит, и внуков любит. То есть у вас хороший муж? Хороший муж. Ура! Это Да, всё. да. Я... Все равно. Спасибо. Подождите, нет. Спасибо, Господи, Да, что да. вы мне послали Собакадин. этот пример. Собакадин абсолютно, видимо, убежден, что действительно вы не денег хотите, а его. Да А нет, почему он так конечно, думает? нет, Давайте у него и нет, спросим. Он к нам нет. приехал. Нет, Принц, нет, конечно. Какой? Ну, ему После- скажите, что нам-то говорить. фантазер, ты Да, меня называла. Вот точку попали. Да. Так что, все-таки считаете, что бывший это любит вас? Алибеков, я тебя умоляю. Если бы не так, она бы не стала бы. Уже 17 лет меня оставила бы в покое, наверное. Так она не вас. Да. Она хочет, чтобы вы выплатили и закрыли долг перед своими детьми. Не перед ней. Да не Это вопрос. деньги детей, которые вы бессовестно 17 лет не отдаете. Да, это правда. Да. А почему не платили? Я вам скажу, почему я не платил. Почему? Значит, первое время я платил, Не платил. сколько мог, да? Это сами. Потом, вы знаете, вот в Москву приезжаешь, 11 месяцев работаешь, да? Инновации какой-то. Во время работы прорабы все приходят, говорят, ой, молодцы, как вы шпаклевку делаете, все молодцы. Ой, как...» пожалуйста, давайте избавите нас от истории, как вас Конец. все везде обманывали. Ну, я говорю, как есть. Ты В работал на конце- мусоровозе. В конце, когда сдают объект, они приходят с фонарем и линейкой. То есть это прорабы виноваты, Ну, что вы ну, детям деньги ну, не я вам платили? щас скажу, вы Да я хотите не слушать? хочу вашу жизнь, слушайте, она мне Ну, не тогда не буду. интересна. Мне задали вопрос, почему не платил. Я вам говорю, 11 лет работать, потом тебе пинка дают ни копейки. И как мне платить? Вы нам сказали до программы совершенно другую версию. Вы
Вы сказали, что дети не ваши, поэтому что вы будете платить? Да, зачем Не, чужим я- детям платить? Не, такое я не говорил. Чего вы. Чтобы дети не мои, нет. Какие бы они ни были, они дети мои. Сейчас, когда я познакомился с Мислимат, она уже была беременная. Да, Первый сын точно не мой. ДНК делали? да, И что ДНК показал? неважно. Давайте посмотрим сюжет, и из сюжета все узнаем. Потому что, видимо, до программы вы были более разговорчив. Когда я женился, ну, своей бывшей жене снимать, она вышла беременной за меня замуж. Это она, пускай даже не отрицает. Она. Говорю, Шамиль, говорю, я не знаю, говорю, возможно, ты мой сын, не мой сын. Твоя мама до меня там дружился. Я назвал кого-то. А я хочу это понять. По-настоящему ли это Шамиль и Казбек и Гюльнара, мои дети или нет? Если я это пойму, мне легче будет умереть. Почему, выйдя в эту студию, вы стали говорить все с точностью до наоборот, что говорили до программы? Вот сейчас я там слышал, да, естественно, что она рассказывает. Как я его избивал, как я детей самый... Я детям мороженое, чтобы не купил. Да я повешу, чтобы детям своим мороженое В не купить. Ленинском Как я так? совхозе? Я никак не могу быть. Для Ленинского совхоза меня не бывал дома. Я по 6 месяцев уезжал. Уезжал, потому что... Уезжал с помидором, А да. зачем? Я уезжал, меня кинули с помидором, я прогорел помидор. Послушайте, мне на помидоры все равно. Я знаю, Мне что не вам вс- Я всё еще раз равно. повторяю, на помидоры мне на ваши плевать, а на детей мне не плевать. Вы до программы убеждали всех наших редакторов, что это не ваши дети. Сейчас вышли в студию и говорите, это мои дети. Я и спрашиваю вас, какого черта вы переобулись? Юля, да, вот. Послушайте, вы... Да, меня Юля зовут. да? Можно я вам скажу? Нет, нельзя. Нельзя так Потому не что я вам сейчас говорю, а вы меня нагло перебиваете. Мы сейчас собрались здесь обсудить то, что вы не платили своим детям алименты, у вас долг. Вопрос простой, что не выплачиваете? А вот скажите мне вот что, пожалуйста. А вы с нынешней женой сейчас в браке находитесь? Да. Да? Мы в браке были, мы развелись по собственным этим. Да. Потому что у нас Я вам скажу- обстоятельства такие, Я что вам скажу, зачем вы развелись. меня футболят оттуда сюда, оттуда Подождите, сюда. вы не просто развелись. Она еще подала на вас на алименты. Да. Для Это того, чтобы долг Александр, тем детям был меньше. С вас не Александр, могут брать больше половины. вы не правда? правы. 75%. На алименты было подано при... Еще развод не был. Отлично. А вы живете с ней? Да? И с детьми живете? Конечно. А почему она подала на То есть алименты? ведете общее Как, хозяйство. почему? Стоп. У меня 3 детей, их кормить надо мне. А тех не надо было? Понимаете, эти взрослые, у них... Я помогаю каждый месяц вот этому сыну. Почти через месяц я помогаю. Каждый месяц, почти через месяц. Да, А бывает. еще раз полгода и лет 15 назад я тоже им Юля, что-то подарил. Юля, Слушайте, хватит Вы заговаривать понимаете, зубы. я не заговариваю. Я вам говорю. Я каждый раз, когда он попросит деньги, да, я последний отдам. А я Откуда? вам тоже говорю, что прежде чем рожать новых детей, Вот. надо вот, рассчитаться с долгами перед предыдущими. Вот что я вам говорю. Вот. Позор! Вам, Сабакидин- как мужику, позор. Подожди, Сабакидин, вы вот правда странно себя ведете, потому что, честно говоря, мне говорят редакторы, с которыми я 10 лет работаю, я не могу им не верить. А говорят они, что вы приехали на программу только при одном условии. Что мы сделаем тесты ДНК всем 3 вашим детям от Да, я первого хочу брака. этого, я хочу. Пусть мне стыдно будет на всю страну, но я Так хочу это от это. алиментов его не спасет. Никак. Никак, все. Поздно, потому что еще до 18 лет Вы он мог понимаете- обратиться в суд и сказать, что я не отец, мне врали, то сейчас уже ничего ты с этим не сделаешь. Как я понимаю, сейчас у вас из пенсии вашей, верно? Высчитывают деньги. Да. А сколько получается? 2341 рублей на 2 детей. Господи, храни его еще лет 200, чтобы он детям долг Да. выплатил. Так я про это и говорю, сколько же вам надо прожить. Давайте вернемся вот к чему. Вы со своим младшим братом, который якобы, по вашей теории, согрешил с вашей бывшей женой, в каких отношениях сейчас? Это больная тема, как бы. Я никогда с ним после этого не общался, не общаюсь. Ну, вы уверены, что она изменила?
Я на 1,000,000%, на все, что... Это Подождите, а почему все, кому вы показывали эту запись, только руками разводили? Потому А что кто разводил? Только ваша больная фантазия. Ну, кто Услышала разводил там то, что руками? услышала. Кто? Все, кому вы показывали. Кто? Кому Брат Всем. ваш, она. Всем. Кому показывали? Землякам Брату ходил. показывали, землякам показывали, ей Земляку показывали. говорит, я тебе дам деньги, скажи, что ты переспала с ней, а то меня посадят. Ой. Да. Вы знаете, давайте начнем Подождите, с даже того... если да. поверить в эту историю, что она изменила, то вы должны задать себе вопрос. Что я такого 20 лет в браке делал, что ей пришлось Да. изменить мне? Я вам скажу, Что я ребята. такого натворил в тех отношениях, скажу. что ей пришлось идти налево? Сейчас скажу. Налево, напередок слабая она. Вот что. 20 лет? 20 лет, оказывается. Я вот рогатый, как лось был. Это счастье счастливо. Вы не так. знаете многое. Давайте посмотрим, как вы сейчас счастливы, хотя были рогатые, как лось. Здесь мы живем. Так себе уют сделали. Семья из 5 человек. Это Руиза, моя младшая дочка. Это мой сын. Эмиль, они ходят в садик. Это моя, наша любимая дочка. Она не ходит, она инвалидка, мы с ней занимаемся. Вот ее комната. Ей надо постоянно вот эти ноги массажировать. Вот мы всегда этим занимаемся. День по 3-4 раза. Дети, идем, с тортом чай будем пить. Познакомьтесь, это вот моя жена Фериде, мать моих детей. Спасибо, спасибо, хватит. Адик, чем вас кормят? Меня кормят супом, вот мясо там. В садике хорошо вам? Да. Молодцы. Так, что, с детьми иной раз в шашки играем. Нету. А теперь смотрите, учитесь. Оп! Ай. Ой! Первый раз в жизни с детьми играли. И массаж, видимо, делали, да? Да. Каждый человек по своей мере порченности судит, понимаете? Да-да-да. Ну, это очень хорошо, что у вас хорошая семья. Дай бог, чтобы это было так, как мы увидели сейчас на экране. Но, тем не менее, вы обязаны были платить алименты, и у вас сейчас долг, и вы обязаны его Я погасить обязан, перед я знаю, своими я знаю. детьми. А что же не Понимаете? выплачиваете? Дайте лопату, я пойду выкопаю, найду деньги. А почему я должна вам лопату давать? Работаю, понимаете? Работаю, где-то кидают, где-то не хватает, где-то... 13 тысяч, 12 тысяч у нас в Липецкой области сами, как зарплаты, да? Если вы не в состоянии обеспечить их жизнь, свою жизнь, какого хрена вы заново женитесь и еще рожаете 2 детей? Только безответственный человек может себе это позволить. Каждый раз постоянно я отправлял сыну деньги. Мог отправлять там по 10, по 5. Уже Одно по время 10. он меня попросил 4 тысячи, это проклятые 4 тысячи, тогда у меня с собой не был. Он меня обозвал мат-перемат. Ты когда умрешь, единственное, я могу прийти на твою могилу, станцевать и кашу пить. Кашу кушать. Это он мне так говорит. Он И что? не соврет. Он И мне что? извинения просил потом. И что? Вот Ну и я и что? поженился, уродил сына. Что было, кому? Меня похоронить. И таких, чтобы не пустили. Вы А понимаете? ты уверен, нет? он похоронит тебе? Сомневаюсь. Послушайте, а вы сейчас к чему все это говорили-то? Я дал ответ, почему я женился. И этот ответ опять про то, чтобы вам. Да. В вашем тексте ни разу не встречается, что я сделал что-то, чтобы кому-то. Чтобы жене было хорошо, чтобы детям было хорошо, чтобы государству было хорошо, чтобы заказчику на А что работе было государство хорошо. меня сделало, что мне хорошо было? Понятно, что государство Вы во здесь в всем Москве виновато. сидите, не знаете глубину деревни, как живут люди. Пенсию вам платят. Пенсию мы заработали, пенсию. А пенсию он преждевременно. Он... Микрофон все только, все пожалуйста, это микрофон. работаем. Мы все, Юля, он еще прибавил себе года пенсии. Если до пенсии... Я не получила бы в 17 году алименты. Он себе прибавил 6 А лет лет. вам сколько? 63.
Ему не 63, он на 2 года старше, 57. Тогда за что вы получаете пенсию? Тут еще встанет вопрос о том, что незаконно А, уплаченную так вы пенсию подождите, надо будет вы вернуть что, Государство государству. плохая у нас. Подождите, он документы подделал, Да. что ли? Да вы что? Да, да. Того, что вы здесь наговорили уже, и тех фактов, которые мы услышали, достаточно для 2 тюремных сроков. Да. Первый. Значит, вам сейчас появится сразу административку за неуплату алиментов, административка, вторая административка и дальше 2 года тюрьмы. Если подтвердится, что вы действительно подделали документы и сейчас получаете пенсию, не имея оснований получать эту пенсию, Мошенничество. это уже 7-8 лет тюрьмы. Да, да. И дети ваши, которые должны будут вас хоронить, останутся ни при чем, потому что похоронят вас в колонии, где вы так и останетесь. Это самодонос. А знаешь, считайте. чем он будет прикрываться? Тем, что он усыновил ребенка-инвалида. И что? В тюрьму нельзя, то нельзя, все нельзя. Понимаешь, это ж понятно, для чего он У сделал. него все срок Юля, сходится, вы- да. Вы знаете, вы Я так долго ничем не буду говорили, укрывать, если говорили о факт своем... не укроет. Какой из ваших сыновей сказал, что он не будет вас хоронить, а будет кашу есть на вашей могиле? Кто это? Казбек. Казбек. Он здесь, Это наверное. тот самый, да, Казбек, которого вы попросили тоже сдать тест ДНК для того, чтобы убедить всех, что это не ваш ребенок. Спокойствие. Садись. Ты мне скажи, доигрался? Да. А? Все? Успокоишься, наконец? Да я всегда спокоен. Я никого не трогаю. Сколько можно мучить? Просто скажи, сколько можно мучить? Ну пап? нет элементов платить. Как я Какие? плачу? Деньги нету. Там не алимент. Там Деньги дело не в нету. алиментах. Ты почему говоришь, что я не твой сын? Сейчас убедимся, да, что ты. Я А хочу- что убедимся? Тебе не Я стыдно? тебе Ты сказал, что ты не мой сын. Да, ты это говорил людям. Кому? Нет, я Шамилю не верил, ладно, еще думал. Я да. никому не говорю, ты что ты говоришь, не мой что сын. ты, то есть, по твоим словам, эта женщина, я извиняюсь за выражение, нагуляла меня, нагуляла. И ты с ней жил? Ты себя как мужик уважаешь вообще? Просто Я скажи когда мне. узнал после этого, я не живу с ней. Садись, Как сынок. я убедился, я с ней же не Садись. живу. Садись. Подождите, так и вашего брата он настаивает, Ты что же она тоже тоже поймал нагуляла. свою мать. Старшего брата. Нет, то, что я старший брат, ладно, Нет, ты он тоже знает, как поймал я его свою мать любил постельно. просто, как я его, вы знаете, я один-единственный сын, который к нему был привязан. Он его больше Все- всех лупил, Почему и тем не был? менее он был с ним. Я в шоке, постоянно. когда ты сказал, что Да. сейчас тест придет. Сейчас Не, а просто. почему Ты был? помнишь? Подожди, вот эти слова, которые я вот, ты их напомнил сейчас, да? Ребенка сделал ты после, то, что я на могилу приду. Ну это, да. Я даже не Да. приду туда, пап. Я не приду туда. Почему эта женщина в минус 30 вывозила на рынке, стояла меня, Гюльнару, Шамиля, а ты как мужик не вывозил меня одного? Куда? Вообще, в мою жизнь. Ну, обеспечивать. вывозил? Вывозите, как Потому тебя что вы рядом сформулировать? не были. Не потянул, Не не потянул. потянул. Давай я тебе Мама так. тащила всю свою жизнь 3 Тащила детей, женщина. а вы не потянули. Почему ты не потянул? Ты мне скажи. Вот сейчас ответь. Честно да. отвечать? Перед студией отвечать? Да. Не в обиду? Нет, конечно, какая обида. Когда ты приехал ко мне жить, Ну, я работал в Москве 15 вахтой, да? Бизнес открыл, ну. да? Я за свой счет открыл это. Да, Не за бизнес твой счет. открыл. Да. Жили мы Да. хорошо, жили. 16 всё. лет я 50 тысяч занял, открыл Когда свой. я приезжаю, Не твои деньги были. мои тарелки через это фью, помнишь это? 16 лет, подросток, я напился с друзьями. Я честно скажу, о чем мне врать. Я напился, была Хорошо. вечеринка. Мне лень Ну мыть. дай мне я сказать это еще все так, в выкинул. студии слушай Ну, все-таки. да о чем мне? Дайте. А я Когда отец и ты сын, говоришь, чтобы когда вы ты говоришь, понимали. мне девушка понравилась, это уже тебе 18 лет было, не 16. 18 лет, хорошо. Мы Второй поехали вопрос. сватать. Да. Все вроде нормально было, все. Да. Я купил кольцо это. Ты мне что сказал? Ха, ты думаешь, я на ней женюсь? А теперь, когда А теперь ты... подожди еще. Хорошо. Еще раз скажу. Давай. Слушайте, вам задал сын простой вопрос. Я Почему мать вывезла их 3, а вы даже одного не смогли? Казбек, обида на папу есть большая, верно? Ну, с мужской точки зрения, конечно. Конечно, есть. А у вас же дети есть, да? Да, вот сейчас еще больнее, потому что я не понимаю, как может мужик бросить своих детей. Я не понимаю просто это. Послушайте дальше. Он дедушка, да? Да, дед. А он хоть раз видел внуков? Да, я ему отправлял внучек. Фотографии.
Вон, Да, внучек отправлял. Только на фотографии. да, близняшки. Мои. Божечки мои. Да. Я хочу к ним уже побыстрее. Господи. Сабакеддин уже озвучил нам, что сыновья не его. А вот насчет дочки, похоже, он сомневается еще. Пусть он, Извините, ей- Александр, я не сказал, что сыновья меня. Я просто хочу, они все равно мои останутся. пусть он... Вот сейчас Я мы просто молчим, хочу ладно. убедиться на самом деле, да? В Дочери этот скажи- момент надо вам поклониться. Спасибо, Дочери Господи, скажи в Отец. лицо, что ты тоже сомневаешься, что она его, а твоя, а может быть и брата. Гюльнара, идите к Не, нам. она на меня похожа. она на- Иди. Знаешь, если честно, я благодарна то, что ты сказал, то, что мы не твои дети. Спасибо. Садись. А сколько вам было лет, когда родители развелись? Она вторая копия. 9 Я лет, не по-моему. заказал. А вы что-то помните же? Ну, уже взрослая. Нет. Вообще ничего не помните. Что я единственное помню, это моменты из жизни, как он лежит перед телевизором, рядом табуретка, стул, пепельница и чашка кофе, и крики. Гюльнара, налей чай. Мика, налей чай. Ну, вот. Вы не обращайте внимания на смех, это у нас защитная Да, реакция. да, просто. Это мы понимаем прекрасно. Да. Ну, то есть ваши воспоминания из детства о папе, что он лежит и все время просит кого-то чай И налить. притом при костюме всегда. Да, в белых Притом все- носках и при костюме. Да. Мы не как-нибудь ходили. Белые рубашки, белые носки, белые Чё ж там я так разные не живу, а? костюмы. Да, 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 Я да. сказал, да. типичный строитель и водитель на мусоровозе. Да. Да, да. Можно Гюльнар на тогда весь не мир уже работал. показывать. Так у нас выглядят водители на мусоровозе. Он не работал. Это после развода он начал работать. После Гюльнар, развода. скажите, пожалуйста, а вот после развода Казбек общался с папой, а вы? Вы знаете, мне мама всегда говорила то, что это твой отец все-таки. Общайся, постарайся наладить контакт. Я со своей стороны, я старалась. Как? Иногда звонила ему, и он мне звонил на самом деле. Потом вот благодаря брату мы хоть как-то виделись. Он ко мне приехал один раз на выпускной с цветами, но вот не смогла, потому что постоянно я слышала, какие сплетни он нес про маму, про меня. Последний год, что вот мы с ним виделись год назад, последний раз, он меня, на работе я работала, в обувной пришел со своей женой и детьми. Сперва обратился ко мне как к обычной, продавщице. Консультанту. Да, как Продавцу, консультанту. да. Потом попытался меня обнять, я его оттолкнула. Вы знаете, вот ваш старший брат не может приехать в эту студию и дать нам комментарий, он военнослужащий. Но вы же знаете, наверное, как он относится к отцу. Но тест он сдал, кстати. Никак. Он для него умер, Да, на самом деле. как он сказал, говорит, этот человек для меня умер. Вы понимаете, что если бы вы общались со своими детьми, если бы все у вас было замечательно и хорошо между собой, то я думаю, что эти деньги за алименты, я думаю, вряд ли бы с вас бы они бы просили можно бы. я хоть одно Но слово на самом скажу? Вот. деле они хотят справедливости сейчас, потому что вы столько принесли этой семье горя и несчастья, что они вас не то, что там они знать вас не хотят. Сабакеддин до программы, вот сейчас я думаю так, имел наглость обратиться к детям, но обращение это надо посмотреть, потому что оно, в конце концов, даже меня тронуло. Тот раз, Шамиль, мы с Феридой шли, ты с магазина вышел и ушел. Я хотел догнать тебя поздороваться, а ты здороваться не хочешь. Ну, с врагом человек здоровается. Но я-то что такое сделал? Гюльнара, и помнишь, в магазине я тебя хотел обнять, увидел, обрадовался. Ты мне говоришь, мужчина, что ты делаешь там? Оттолкнула меня. Я ведь твой отец, но мы же были семья когда-то. Это моя дочка, но она похожа на меня, прямо аж. Вот здесь у меня был родинка, меня мужчина, один к одному прямо. Это Казбек. Ты же знаешь, что мне легче становится, когда с тобой общаюсь. Пойми, я тебя всегда любил. И люблю не то, что тебя, да всех вас всегда любил. Ни одного дня нету, чтобы я вас не вспоминал. А у них как будто вот чужой человек, вот просто вот. Такая боль, понимаете?
Сколько у меня боли накопилось. Я иной раз в лес иду на охоту, ору как зверь, блин. Слушайте, редактор, а у нас есть Оскар какой-нибудь заваляющийся? Или на худой конец Тэффи? А кто ты поверила в эту, Наташ? Так я же не знал его. Сидит человек взрослый, горец, плачет, говорит, что когда на охоту хожу, вою. Ну как не поверить, что? Да еще и сыграно потрясающе. Позор, позор, позорище. А вот сейчас будет еще позорнее, скорее всего. Мы с Юлей никогда не узнаем результаты теста до программы. Нам тоже интересно же, да, чем это окажется. Да, вот мне принесли эти результаты. 100%, вы что? Я их оглашу. Даже не обсуждайте. Значит, вы меньше всего сомневаетесь в дочери, правильно я понимаю? Хотя предполагает, что, может быть, и от брата тоже, да? Гюльнар, к сожалению, это ваш папа. Держите. Я не вижу без ошибки. А не надо смотреть, там доказано, что вы отец. Теперь, что касается Шамиля, Старшего которым брата. она была беременна до того, как они встретились. Это ваш ребенок. Казбек, Да я знаю, что я его сын. да ты у меня не характер. исключение. На, держи, конечно. А вы извиниться не хотите? Это просто позорище. Просто Отдай позор. ему. Да не надо А за ему что я отдавать, должен? он не- Вы извиниться не хотите перед женщиной, которую вы грязью поливали на всю страну, когда говорили, что это не ваши дети? Отдай ему, отдай. Перед Я этой буду женщиной я не показывать хочу в Дагестане, извиниться. чё они. Как вы думаете, прощение нужно прощающему или прощаемому? Прощающим. Вот понимаете, вы его можете простить, он ничего не поймет. Не поймет. Не поймет. Прощение нужно вам, чтобы вы его простили и дальше начали свою жизнь жить без него. Я и живу. Вот это... Нет, Не пока дает. вы с ним Да, судитесь, да, приставы, боретесь, вы будете оставаться в этих отношениях. И это будет все время выходить боком в ваших нынешних отношениях. Вот дети сейчас так сели, вы у них там между ними... Это какой-то момент был, когда там Александр говорил, вы как в гнездышке между ними. Да, это Так вот, не разрушайте это свое ради кого я гнездышко. выжила. Вот Слушайте, она, не больше. разрушайте свое гнездышко борьбой с ним. Вот он такой человек, простите и отпустите его. И живите свою жизнь дальше. У вас, благо, есть дети, которые точно вам чашку воды принесут в нужный момент. Сидишь, как уж на сковородке. Ни разу не скажешь «я виноват». Все против тебя, все выкручиваешься. Скажи по-мужски «я был неправ». Я виноват. Ты гулял сам, поэтому ее подозревал. Это бес так устроен. Когда мужик гуляет, он долбит свою жену. Это так устроена жизнь. Это любой психолог скажет. И он тебе до сих пор не дает покоя. Он разрушил твою жизнь. Он это кто? Бес. Бес. Вот этот блудный бес, конечно. Ты должен в этот момент, вот хотя бы сейчас остановиться. Хотя бы сейчас сказать в чем-то одном, что я не прав был по отношению к своей жене. Я мамочкой просто восхищен. Потому что, несмотря ни на что, она вышла замуж. Она то с одним алкашом жила, со вторым, с третьим. хватит тебе Как сейчас это? даже. С успокойся. азербайджанцем замужем. Как замуж? Сейчас она замужем, что ли? Она Конечно. что-то сказала вам. А вы все Конечно. слушаете и меня обвиняете. Мне слово не даете говорить. Это факты. Мне же вы не даете потому что- говорить слово. Потому Что что тебе она дать наперекор сказать, я не всему пойму. будет Тебе говорит счастлива. сейчас он признать просто хотя бы. Да ты даже здесь опираешься. Ну вот что вы можете сказать, если у вас долг по алиментам 1 200 000? Что вы можете сказать, если вы сидите одиноко на диване, а ваши дети облепили женщину, которую вы тут поносили, на чем свет стоит? Ваши слова – это пустой звук, потому что есть факты того, как вы прожили свою жизнь и что вы сделали. Я уж не знаю, сколько вам, 63 или 57, 57. но уже пора встать и что-то сделать. Просто сделать. Хотите, я с тобой что-то сделаю? Ты ведешь себя
Так это Карина, ваша сестра 20-летняя? Да. На видео, я думаю, это мужик вашей мамы. И в жизни так думают. Сожитель ваш Юра на вас руку поднимает, так еще и не... Никогда. Вы вообще видите, куда ваша жизнь катится? Я похожа на алкашку? А вот, да, Я готов предложить вам лечение у себя в клинике. нет. Я твою маму люблю. Если нужно, я ей сам помогу. И он об ступеньки разбивал ей голову, 9 швов. За то, что она взяла, деньги и вот. Карина утверждает, что это Артур маму избил. Да, но потом она поняла, что это сделал дядя Юра. Я хочу все-таки у Артура спросить. Ему 13, поэтому... Мы общались, все хорошо, можно позвать. Тогда давайте зовем Артура.